Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Октябрь 2025. Знаки судьбы. События октября и чего ждать. Давайте с вами узнаем. И знаки судьбы мы достанем на колоде Ленорман, которую прорисовал Чиро Маркетти. Мне очень нравятся все его работы. А потом добавим значение картами из колоды Таро. И я должна сказать, что октябрь месяц – это время внутренней гармонии и где-то первая ступень к самореализации. И планетарные транзиты призывают обрести вот это равновесие. Это время прекрасное в октябре найти баланс между вашими обязанностями, но и удовольствиями тоже, чтобы вас что-то радовало, отношениями и единством. То есть все равно баланс, да, мы говорим, движением и покоем. Во всем этом ваша сила, вот именно в этом балансе. Даже режим графика или труда и отдыха, мои дорогие весы, четкие перерывы в работе, вот какая-то четкость, слаженность, действительно какой-то график будут основным судьбоносным ключом к предотвращению напрасной траты энергии. Тут, наверное, вот именно эту энергию надо использовать для самого себя или самой. И это касается практически всех сфер жизни. Ну ладно, давайте узнаем. Достанем 3 карты, 3 знака судьбы. В каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения или на что-то решиться, может быть и так. Чему уделить внимание? Первый знак судьбы, второй и третий. С чем это связано? А на колоде Таро мы давайте спросим, какие энергии идут в вашу жизнь в октябре. Какие энергии для весов идут в жизнь в октябре? Что нового придет на ваш порог? Третья карта. В чем вы, возможно, поставили точку, а продолжение следует? Или в целом, что будет продолжаться? По основным сферам жизни. Энергия любви – сфера отношений. Энергия денег и сфера финансов. Энергия ваших достижений и сфера работы, у кого-то бизнеса, личного дела. Среди вас много творческих людей. У кого-то, может быть, или учеба, или просто планы, документы. Вот, у каждого что-то свое. Итак, первый знак судьбы – якорь. Вот это все то, что я говорила. Но для этого, посмотрите, вы на пороге перемен. 9 – это всегда пограничное число. И если мы перевернем, то мы получаем 6. Вибрирующее число. Вот эта вибрация – это где-то победы, самовыражение, самодостаточность. Все то, что я говорила до карт, для вас имеет принципиальное значение. Только вы определяете или распределяете свое время. Что или чему следует уделить внимание, потратить время, куда направить вашу энергию. От этого будет зависеть ваш успех, буквально так. Или, может быть, даже решение некоторых финансовых вопросов. Может быть, с этим будут связаны как якорь, да, вопросы дома, семьи, какие-то фундаментальные основы. Но это, скорее всего, у нас выпадают пики, девятка пик. И это как девятка мечей. Тут мы не можем быть в искаженном восприятии. Но иногда говорят, ой, от ней выпали мечи. Но это интеллект, мои дорогие. Вот холодная голова вам помогает отделить зерна от плевел. И это, видимо, сделать совершенно необходимо некий базис, который вы должны создать за период октября. Это для вас основа основ. Вот так, такой знак судьбы. Что вы будете продолжать и что вы будете сохранять. Наверное, не случайно все-таки выпадает и как девятка, да, вот это вибрирующее число, и якорь, стабильность. Вот именно стабильность, 35 называется карта в колоде. И если мы сложим, мы получаем 8. А 8 – это символ бесконечности. Или если мы говорим о картах Таро, это как лемниската, который присутствует в карте мага. Но у вас выпадает, посмотрите, тройка, да, 12, почему я говорю тройка, соответствует семерке бубен. Очень часто это как семерка пентаклей. Это, знаете, наши какие-то бесплодные ожидания. Или когда мы не можем на что-то решиться. Или нам пообещали, а мы все ждем.
Может быть, какие-то качелеобразные отношения, или когда вы слышите много информации, все-таки аркан птицы больше об информации. Разношерстный, разноплановый, такой, который со всех сторон, может быть, что-то и завораживает, может быть, что-то и притягивает. Вроде как мы загораемся, а результата от этого нет. Поэтому куда вы определите свою энергию, это вот вторая карта, которая дополняет просто по значению первую. И все то, что я, мои дорогие, сказала, ну, еще до карт. Это имеет для вас какое-то основополагающее значение или вот этот самый якорь. Значит, какое-то даже ожидание, может быть, вам придется пересмотреть. Не должно быть пустой траты времени, наверное, да? Вот все то, что я уже говорила. Давайте третий знак судьбы. Вопросы дома- это на самом деле. И посмотрите, опять же, стабильность. 4 у нас. И если мы говорим четверка, 2 четверки, это у нас и будет число 8. Это ваши близкие, может быть, вопросы личной жизни, может быть, и вопросы, которые с согласованиями, буквально стены, дом. Или вам придется определяться, если стоит на кону переезд, к примеру, да, то куда? Или вы будете искать какую-то информацию. Но опять же, о стабилизации нам заново говорит карта. Причем, если здесь как будто, ну, это на самом деле удваивается, эта четверка. Но, может быть, это вот начать с того пространства, где вы находитесь сейчас. Где-то, может быть, и расчистить его, ну, избавиться от чего-то лишнего, наносного, ну, может быть, и привести мысли в порядок. Вот так вот холодная эта голова, она все же должна у вас быть, мои дорогие весы. И правильная оценка вот той информации, которую вы получаете. Вот это все важно. Давайте будем узнавать, какие энергии идут в вашу жизнь. Да тут прям мчатся. Старший аркан колесница, дорога к успеху. И я уже говорила, что вот благополучие, как вы отстраиваете, ну и, может быть, буквально это, знаете, как новое качество жизни. Есть те темы, которые, видимо, придется решать в октябре, не оставляя на потом на авось, что ну как-то там оно разберется. У вас, может быть, старший аркан – это всегда внешние какие-то события. Это то, что и люди, да, говорят, или что вам предлагается – Конечно, эта карта сама по себе иногда говорит именно о переезде или вопросах жилья, которые будут связаны, но с тем, что для кого-то будет необходимость проехаться по инстанциям, да, ну, может быть, вы готовите документы или что-то пытаетесь согласовать, может быть, у кого-то кредит или наоборот рассчитаться за ипотеку или куда-то переехать, а к этой возможности нужны еще, опять же, какие-то важные бумаги. Ну, карта говорит, не упусти момент вообще-то и не оглядывайся назад. Хотя может давать подсказку, какие энергии идут в вашу жизнь. Энергия скорости. Может быть, баланс для вас еще и потребуется просто для того, чтобы успевать отдыхать, приводить мысли в порядок. Если мы говорим об информации, найти правдивую информацию, для этого тоже нужно время. Вот понимаете, без интеллекта-то вот никак не обойтись, правда. Но и нельзя замечтаться. Нельзя быть в этом искаженном восприятии, хотя для кого-то карта колесницы будет говорить, ты должен быть мобильным. И, может быть, у кого-то вопросы, которые будут напрямую связаны со средством перемещения автомобиля. Вот я так, тоже такое могу допустить. Вот, видимо, э, скорость какая-то, она присутствует. Может быть, его величество случай, старший аркан. Будьте внимательны вообще как к информации, чтобы не согласиться на что-то второстепенное, вам ненужное, и упустить что-то действительно ценное. В течение осени все то, что приходит на наш порог. Может быть, и люди, может быть, и новости, может быть, и какие-то события, которые связаны с прошлым. Я могу такое допустить, даже те темы, которые вы прежде пытались продвинуть, вопросы решить. Может быть, прежде как раз не получилось. Здесь может быть оказия. И поэтому может вернуться какая-то тема, в которой вы уже потеряли всяческую надежду. Я не утверждаю, но к этому нужно быть готовым. Могут быть и люди, между прочим. Но это тоже не говорит о том, что это будут именно те, которых мы рады видеть. Может быть, вы и сами можете пытаться, ну, так еще раз каким-то дежавю взять реванш. Но тогда будьте прозорливы, внимательны
Если прежние отношения были у вас сопряжены с какими-то проблемами, надо быть реалистом и понимать, что проблема сама по себе никуда не исчезла. То есть все равно есть некоторые условности или «но». Поэтому быть реалистом от начала до конца. Но я тут больше вижу, это какой-то прогресс. Сама по себе, повторюсь, карта успеха и прогресса. Что же нового идет на ваш порог? Ну вот она девятка мечей, если мы так говорим. Якорь, вот вы должны отстроить свое благополучие, а, видимо, мыслей будет много. Может быть и много информации, которая вас ставит в тупик. Все-таки карта, ну если мы переложим, я говорила, семерка бубен или семерка, пусть это будет у нас пентакли, есть некоторые ожидания. Любая семерка – это еще элемент путаницы. Может быть и путаница, вот как буквально нам Чиро Маркетти изобразил, посмотрите, 3 как будто окошечко в домике для птиц. А птиц-то 4, как будто тут непонятно, что, чего, к чему относится. Поэтому вам нужно разобраться, может быть, даже в каком-то хаосе, путанице, который присутствует в вашей жизни. Все расставить по местам. И не думать при этом, что искаженное восприятие, да, и не думать при этом, что, ну, какой-то вопрос решится сам. Нет, мои дорогие, аркан Колесница говорит, энергии такие, что вам придется прояснять. Может быть, это вам придется, может быть, даже юридические какие-то консультации вам потребуются, прояснять у кого-то отношения. Или для себя быть вот честным с самим собой тоже нужно. Открыть глаза для начала нужно. Ну, буквально так. Может быть, для кого-то из вас вопросы, связанные даже вот конкретно с бессонницей, инсомнией. И если у кого-то есть этот недуг, самое время подумать о собственном имидже и здоровье. Уставшие люди делают ошибки. Иногда вот эта бессонница сопровождает или вредные привычки, будем говорить, или мы не можем заснуть, потому что да мы устали в доску, да? Вот так и хочется добавить. Это кажется напряжение. Ну, сейчас как засну, так и засну, отдохну. А ворох мыслей не дает уснуть. Мозг продолжает работать, и мы все время что-то обдумываем, но это ни к чему не ведет. Поэтому если бессонница приняла хроническую форму, нужно задуматься о том, чтобы, может быть, подойти, обратиться к специалисту. Что-то с этим нужно делать. А если это какой-то кратковременный момент, ну, не смотреть передачи, не смотреть какие-то блокбастеры, наоборот, это заменить какими-то прогулками на свежем воздухе перед сном, себе помочь, не просто вот сидеть и ждать, само пройдет, или сидеть горевать, ну надо же, а почему так? Вот две полярные карты, посмотрите, а выбор за вами. Путаница должна быть устранена. Что же будет продолжаться? Есть какая-то дружба, есть контакты. Может быть, это ваши близкие. Может быть, это и люди, которые вам отвечают им эмпатией. Это те, как друзья, которым мы доверяем. Та дружба, может быть, которая длилась какое-то количество времени. Может быть, повторюсь, это и вы будете пытаться возобновить с кем-то отношения. Или в вашу жизнь, ну, может быть, и возвращается какой-то человек. Я не могу сказать, что вот он наверняка вернется. У кого-то это может даже, знаете, как означать, что вопросы дома все-таки, да, это буквально ваша семья, ваши близкие, какое-то взаимодействие. Или для кого-то нет семьи, допустим, но какие-то отношения, которые продолжаются. Но есть определенное ускорение, кто знает, может быть, для кого-то отношения выходят на новый уровень. Но явно вас будет поддерживать какой-то человек, или, может быть, это вы сами с кем-то хотите быть. Тут ведь, знаете, важно опять же не замечтаться, не купиться на какие-то обещания, тем самым себя ввергнуть в какую-то путаницу или в пустое ожидание. Вы знаете, добрые карты, но, видимо, выбор, он за вами, мои дорогие весы. Ладно, сфера любви, отношений, шестерка пентаклей. Вам высшие силы помогают. И взаимодействие вообще любая 6 – это победа. По нумерологии мы с вами говорили, но опять же идут вибрации. Все от вашей решимости и решений зависит. Да, эта карта будет еще и говорить о финансовом успехе или решении, может быть, некоторых задач, которые, ну, к примеру, ваше личное дело или что-то по работе, когда
Работа будет занимать где-то часть вашей личной жизни. Я такое могу допустить. И в то же время, как будто аркан вверху колесница, нельзя потерять времени даром. Надо что-то продолжать. Иначе, ну, может быть, вы сами, кто-то из вас, по крайней мере, будет бояться сбавить этот темп. Потому что буквально либо денег меньше, либо какая-то ситуация, как, ну, пролоббировать может провисать. И вам приходится это контролировать, а у кого-то на этой почве может быть даже бессонница от усталости, повторяюсь. Но здесь и может быть такой момент, когда, ну, может быть, к примеру, по шестерке пентаклей к нам приходят люди на помощь, может быть, наши близкие, а у вас тут еще и карта дружбы. Значит, если вам для решения какого-то вопроса нужна, допустим, какая-то сумма денег, ну, вот ваши деньги задерживаются, а вам нужно сделать какой-то платеж. Отчасти карта говорит, что у тебя есть на кого ты можешь или обратиться к нему, ну, или опереться, по крайней мере, какую-то финансовую тему, ну, пусть на короткий момент, но вы можете решить, потому что есть взаимодействие. И это могут быть не обязательно те люди, на которых вы рассчитываете. Может быть, вот это как раз помощь, какая-то поддержка даже от того человека, на которого вы не очень надеялись. Это не для всех, но у кого-то это тоже проиграется. Но что нам говорит? Пусть на личную жизнь, на любовь. Все же есть какая-то финансовая тема, а деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Поэтому помни, рука отдающего завтра может стать рукой просящего. Когда эта карта выпадает, она говорит о том, напоминает, причем так основательно, активно, что будь внимателен к финансам. Потому что даже если просят у вас долг, карта не предусматривает, что вы даете. Иначе можно либо вообще не увидеть, либо долго ждать. Но вот если мы кумулируем, собираем какую-то сумму, эта карта тоже может говорить со знаком плюс, что у тебя это получится. Ладно, что ж там на финансы? Ух ты, как волшебно. Карта императрицы. Символ нового я, мои дорогие. И это на финансы, конечно, это карта благополучия. Но такой шикарный старший аркан, и это тоже где-то дипломатия. Императрица – великий дипломат. Потому что даже со своим несговорчивым императором, ну, если мы говорим партнерские отношения, она умеет договориться и не в ущерб самой себе. Наверное, это все то, о чем я говорила, вот балансе, об этом еще до карт, объясняя планетарные, ну, энергии, которые и пытаются войти в вашу жизнь, к чему вас призывает. Где-то режим труда и отдыха необходим. И по здоровью тут, может быть, тоже нужно уделить внимание собственному самочувствию, не думать, что само пройдет. Каким-то образом ваш имидж, мои дорогие, может иметь большое значение даже на вопросы заработков. То есть люди, особенно, наверное, если вам нужно выступать публично, например, да, или вы ведете, ну вот вы занимаете, точнее, какой-то ответственный пост, когда вам нужно выглядеть хорошо. Люди встречают нас по одежке, уже провожают по уму. Но вот это первое мнение, которое мы у человека создаем, оно бывает наиболее ярким. Поэтому для вас, для кого-то вопросы имиджа – это как обязанность, это какой-то очень важный пункт, который вы не можете оставить на потом. Ну и, понятно, гармония в душе. А самое главное, я должна все-таки сказать, мои дорогие, надейтесь сами на себя. Несмотря на то, что всячески положительная карта, но она призывает, ты сейчас ресурсен или ресурсна. Это ко всем относится, как к мужчинам, так и к женщинам. Мои дорогие девочки, вы как раз можете быть, как, знаете, ну, таким центром притяжения, магнетизмом обладать. Такое может быть. Для мужчин это просто карта может говорить о том, что есть важная женщина в вашей жизни. Но для всех, для каждого из вас дипломатия, равновесие, баланс вот этот внутренний, когда мы про себя не забываем и все-таки реализуем свои планы, а не чужие. Вот это будет важно. Ладно, что же там на достижение? Выбор, опять же, еще одна семерка. Есть какая-то путаница. Что продолжать, что завершать. А что, может быть, не просто завершать, а, ну, не имеет смысла. Или вот как эта информация мимо ушей пропускаем. Может быть, нас к чему-то и призывают,
а нам совершенно туда не нужно. Конечно, карта еще подразумевает такой смысл, как прокрастинация, когда мы долго все готовимся и готовимся, а тут уже пора приступить, иначе мы потеряем время. С арканом колесницы идет такой момент. Может быть такой пункт, может быть несколько дней, у кого как, когда вам нужно быстро собраться и отправиться буквально налегке. Возможно, это съездить куда-то в определенную местность, увидеть что-то своими глазами. Поэтому для вас все прояснять – это где-то как ваше кредо. Больше ясности. У нас, в принципе, и сентябрь был месяцем ясности, но эти энергии, они распределяются на всю осень. Это в сентябре только был старт. Или закручивалась какая-то ситуация, может быть. И она продолжится. Или вот это развитие и прояснение переходит и октябрь, и еще и ноябрь. В ноябре у нас могут добавиться какие-то внешние события, когда мы тоже еще что-то будем корректировать. Поэтому сказать, что мы оставили что-то на потом и думаем, оно само разберется, это равносильно, что вашу судьбу отдать на волю случая. Тем более у вас аркан, колесница. Это время возможностей, мои дорогие, и добрых энергий, вашей силы. И, видимо, эту гармонию, баланс вам нужно употребить на благо самим себе. Вы люди, наделенные эмпатией, и, есть такая черта, пусть это не для всех, но для кого-то это может быть даже как ахиллесова пята. Хочется вот этой гармонии вокруг. Здесь это не столь важно. Здесь важна вокруг то только дипломатия. А вот гармония, она должна быть в вашей душе и в вашей жизни. Это вы должны быть счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.